То, что обратного пути у него не было, Андрей знал с самого начала, еще на Земле. Теоретически, если бы двигатель не был разрушен, он мог бы вернуться на околоземную орбиту и спуститься на Буране на Землю, но ему некуда и не к кому было возвращаться. Там не осталось у него ни друзей, ни родных, и ждал его там лишь шприц с амнезином. 60 лет – не самый лучший возраст для того, чтобы заново учиться говорить и думать. «Хоть Марс перед смертью посмотрю», – подумал Андрей и начал готовиться к спуску. Расчеты на компьютере показали, что при правильном подборе угла атаки и соответствующем использовании двигателей Бурана его можно посадить даже в разреженной марсианской атмосфере. Нехватка аэродинамической подъемной силы частично компенсировалась более слабым полем тяготения. Самую большую трудность представляло отсутствие на Марсе посадочной полосы, но раз этот Буран все равно больше использоваться не будет, можно попытаться сесть на брюхо. Конечно, это очень рискованно. Любой достаточно большой камень на поверхности, и от Бурана вообще ничего не останется. Но, как уже говорилось, Андрей верил в свою счастливую звезду. Несколько дней он разглядывал поверхность Марса в телескоп, подбирая посадочную площадку, и, наконец, решился. Он закрыл створки грузового отсека с жилым модулем внутри, надел скафандр. При посадке на брюхо может произойти разгерметизация кабины. Ну вот, вроде бы и все. Андрей бросил прощальный взгляд на искореженные обломки ядерного двигателя. Впереди его ждал Марс, планета, на протяжении веков бывшая символом человеческой мечты, населившая ее самыми разнообразными марсианами, от прекрасной Аэлиты до омерзительных осьминогов из Уэлсовской войны миров. Сегодня Андрею предстояло встретиться лицом к лицу с настоящими марсианами из металла и конструкционной керамики.